Всем привет! Меня зовут Алла, и сегодня я покажу, как сделать гигантскую бумажную балерину для сладкого стола. А еще мы сделаем ее маленькую копию, в которой разместится коробка конфет. Идея сделать балерину с такой красивой сложной пачкой, в которой бы разместились сладости, ко мне пришла еще очень давно, еще, наверное, вот перед Новым годом, когда я делала все зимние макеты, и там у меня был большой театр, вы знаете, я люблю эту тему. Но почему-то все это время у меня были какие-то сомнения насчет этой идеи. На самом деле у меня просто не было в голове четкой такой конструкции, как сделать такие коробочки, чтобы сбоку получался изгиб, как у настоящей пачки. То есть обычно для того, чтобы придумать какую-то сложную конструкцию, мне надо сесть и конкретно над этим думать, что-то зарисовывать на бумажках, и мне было просто, видимо, лень. Но пришел такой момент, когда я просто не могла делать ничего дальше. У меня эта идея сидела поперек всего остального, и мне нужно было ее реализовать как угодно, чтобы двигаться дальше в своей работе. И несмотря на то, что изначально я хотела сделать именно коробку конфет, я начала с большой, гигантской версии. Мне показалось, что юбка диаметром 45 сантиметров будет то, что надо. В итоге у меня получилось два немного разных макета. Это не абсолютные копии, то есть уменьшенная балерина, она не просто уменьшена, соответственно, там кое-что изменено. В общем, начинала я работать с большой версией и решила, что 12 секторов будет в самый раз для нее. Эти коробочки, они как раз нужного размера, они не слишком широкие и не слишком узкие. В слишком узкие не влезли бы никакие сладости, а слишком широкие не показывали нам вот этот вот изгиб юбки. Ну, в общем, самое сложное, да, было правильно сконструировать этот изгиб, и я добилась этого эффекта за счет повторяющихся полосочек, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть, если вы их загибаете, то создается впечатление такого вот изгиба. Полностью просто загнутую бумажку смонтировать в этом случае было нельзя, потому что эти секторы должны были открываться, там не могло быть никакой склеенной конструкции. Поэтому вот у меня появился такой вариант. Ну, конечно, это не получилось сделать с первого раза, где-то было, наверное, 5 коробочек до того момента, как мне показалась она приемлемой. Кстати, не так просто мне далась и застежка. Сейчас в окончательном варианте она отлично работает, все держится, все сходится ровненько. Там получается два клапана, которые вставляются друг в друга. И вот этот клапан со звездочкой, он четко входит в прорезь, а второй клапан четко подлезает под полосочку и держит коробочку закрытой. Я не буду снимать какое-то отдельное видео с инструкцией по сборке такой балерины, я покажу все прямо здесь, просто может быть не так детально, как я это обычно делаю. Мне кажется, этого будет достаточно. Главная проблема большой балерины заключается в том, что она большая. То есть, если оставить туловище без укрепления картоном, то оно держать свою форму не будет. Соответственно, вам повезло, если у вас есть плоттер, который режет картон, и меньше повезло, если такого плоттера у вас нет. Мои плоттеры с такой задачей не справляются. Cricut второй, возможно, сделал бы это, но я не стала его мучить, потому что и картон нужен особенный, и нервов на это тоже нужно много. В общем, я предлагаю сначала вырезать все детали из бумаги, соединить голову и туловище, и затем уже обвести их контур и по этому контуру вырезать деталь из картона. Еще во время подготовки этого проекта я поняла, что бумага не такая уж и всемогущая, как я думала до этого, к сожалению.
Ну, не все можно сделать из бумаги. Я хотела сделать крепление рук и ног у балерины на шарнирах, и я изначально не хотела использовать братц. Я не знаю почему, мне казалось, что вот идея будет чистой такой вот идеалистической, если прямо все будет сделано из бумаги. И я сконструировала кружочки, которые нужно было бесконечно друг на друга наклеивать, чтобы получить такой толстенький держатель. Потом я монтировала, приклеивала эти держатели, вроде как болтики, на балерину и сверху вставляла уже руку с прорезью. Но нет, ребята, эта идея, она не жизнеспособна, потому что рука может двигаться не только в такой плоскости, но вы случайно или не случайно можете ее сделать вот так, и, в общем, опоры и не хватает, короче, по всем законам физики эта штука держаться не будет, что-то сломается. Ну, так у меня и произошло, балерина осталась без рук, я была очень расстроена и достала свои золотые братц. Но на самом деле вообще все эти танцы с бубнами были не нужны, братц отлично смотрятся, и они были придуманы именно для таких вещей. Поэтому используйте братц. Еще некоторая такая проблемка возникла у меня, когда я начала состыковывать два вот этих полукруга от большой юбки балерины. Оказалось, ну, точнее, я предполагала это, что когда между ними встает балерина, которая склеена из слоя картона, еще из 4 слоев бумаги, соответственно, по краям образовывались пробелы, скажем так. Но даже без этой толстой балерины эти пробелы все равно образуются, и поэтому я сделала такие конусообразные сегментики, которые нужно приклеить изначально к одному из вот этих полукруглых секторов, чтобы балерина в итоге удачненько, удобненько сложилась. Еще такой момент, ребята. Балерина существо неземное, возвышенное, и изначально задумалась, что у нее в пачке будут очень легкие сладости. Что-то вроде макарон с безе, легкого зефира, но что-то практически невесомое. Если вы наложите туда 2 килограмма конфет, то конструкция держать не будет это никак. Для укрепления конструкции я придумала такую вторую мини-юбочку, которая схватывает балерину около ее живота и потом держит ее за юбку. В общем, таким образом, если держать балерину за руки, то юбка не разваливается вот так вниз. В общем, за счет этой второй юбочки юбка очень хорошо держится. Но все равно, пожалуйста, не надо класть туда огурцы с помидорами. Или что там еще. Когда я сделала большую балерину, я поняла, что она прекрасна, и что надо не полениться и сделать еще и маленькую ее копию. Потому что большая балерина, она будет круто смотреться в каком-то стационарном виде. То есть ее нужно поставить на сладкий стол, и ее, в общем-то, можно вращать, брать оттуда сладости. У нее достаточно большие прорези в юбке, чтобы человек мог засунуть свои ручки и вытащить оттуда безешку. Но такую балерину сложно преподнести в подарок, ее даже в пакет особенно не засунешь. Мы вот выезжали тут на выездную фотосессию этой балерины, и я всю голову сломала, куда, как ее вообще вести. У меня оказался только огромный пакет из передвижника, вот там она и ехала. Поэтому мини-версия была необходима, потому что я хотела, чтобы это была коробочка конфет, которую можно было бы брать вот так за ручки и дарить в подарок. И как я уже говорила, конструкция маленькой балерины немного отличается, ее коробочки другие, там не 12 секторов, а 8 для того, чтобы они были пошире, чтобы туда помещались, например, хотя бы макарон. Вот в моей балерине очень вообще вот гармонично разместилось 8 макарон. Мне еще не очень нравилось, как выглядели братц с обратной стороны балерины, потому что я продырявила их насквозь, и вот эти вот растопырки торчали сзади. Я не уверена, что их нужно скрывать на самом деле, вот правда не уверена. Но я сделала в макете специальные кружочки, которыми можно приклеить эти вот позорные торчащие гвоздики. Кстати, сектора в юбочках спроектированы таким образом, что снизу туда можно приклеить пластик, и тогда эту балерину можно выносить на улицу, ну, в общем,
куда-то ее передвигать, и туда не попадет никакая грязь. Мне часто пишут под видео, что я такая взрослая женщина, девица уже в годах, а все строю из себя маленькую девочку и играюсь вот с такими вот игрушками. И сейчас я сразу на все эти комментарии хочу ответить: да, ребята, я играюсь, и я счастлива. Мы смотрели тут недавно кино с мужем, и я посадила маленькую балерину к себе на колени, и это было такое прекрасное чувство, какое-то такое чистое из детства. Короче, если у вас есть терпение, есть бумага, пусть даже самая дешевая ватман, то я вам рекомендую этот макет, рекомендую сложить балерину, хотя бы маленькую, она даже маленькая прекрасна, и подарить ее или себе, или кому-то, кто может оценить вот такое бумажное чудо. Ну и забыла сказать самое важное. Да, макет этих балерин можно купить у меня. Макет этот есть в двух форматах: Studio 3 для плоттеров Silhouette и в формате SVG, который открывает плоттеры Cricut и Brother. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!